Добрый день, мои любимые леди, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро на вот такую тему. Его исповедь, что бы он сильно очень хотел вам сказать сейчас, если бы имел эту возможность. Ну и так же, как обычно, кто на меня подписан, знает. Кто видит впервые, расскажу. В конце расклада мы поработаем с раскладом, обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, чтобы убрать все препятствия, которые покажет расклад Таро. Итак, расклад гадания онлайн, его исповедь, что он сильно хочет нам сейчас сказать. Для начала давайте посмотрим, что у него на душе, о чем переживает, что в жизни его происходит. Да? Так, расклад Таро, что у него на душе, о чем он переживает, что в жизни его происходит. Да? Чтобы вы поняли, ваша эта ситуация, ваш ли это расклад, резонирует ли он с вами. Так, смотрим. Очень интересный мужчина. Ну, что он сейчас видит? Он переживает из-за того, что вы сильная женщина со своими принципами, со своей жесткой уже позицией, своим пониманием хорошо и плохо, да. И вот эти вот 3 копейки, да, или 3, ну, так как у него обычно происходило в других отношениях, да, что ему было достаточно пальцем поманить, да, купить чашку кофе, и все у него получалось, да, то так с вами не происходит. То есть вы женщина не такая. Вот не такая вы женщина. У него на душе вы оставили вот конкретный след. То есть вы женщина, которая не та, которая все были у него. Вы совсем другая. Пусть он там копается в своем прошлом, да, вспоминает их, а сила ваша выше их всех. То есть очень, видите, у него на руке бесконечность. Вы для него бесконечность. Вы та женщина, в которую он хочет окунуться, которой он протягивает руку. Он хочет об этом сказать, но он не говорит. Он в замкнутой позиции, в позиции такого, наверное, думает, что вот вы вот берете всю силу, свою позицию, да, и сами придете. То есть он ждет момента, может, когда вам будет плохо, или когда вы сорветесь, или без него. Вот видит он в себе такое, что он вот такой вот. Во-первых, показывает, что, возможно, он или яркая личность, да, карты показывают, или просто симпатичный, да, человек. То есть тот человек, который, достаточно много женщин у него было в жизни, да. Может быть, не так много, но вот они реагируют, женщины, на него, да, и притом реагируют, как карты показывают, условно, 2 копейки, да. То есть ему не надо было прилагать усилия. А тут вы не такая, как все, и задели его сердце, очень задели. Он прям вот кричит об этом. Он прямо кричит, что вы хочет общаться, хочет видеть вас, хочет быть с вами, но, видите, он сдерживает себя, он боится вас. Как он видит вас сейчас? Что может сказать о отношениях, которые у вас происходят? Вот как он вас видит? Да?
переживания его мы поняли, а теперь, а как он видит вас. Да. Так. Тут видите, как все. Сейчас я открою, все посмотрим. Ну, пятерка мечей показывает о том, что мысли у него дурные, голова у него по поводу вас болит. Плохо, что мысли дурные, да. Ну, хочется ему, вот прям хочется ему какие-то действия, вот рассказать вам, как ему одиноко, как он вот какие эти плохие мысли, и хочет идти к вам. Но, видите, не дает ему. То есть, ну вот его тянет к вам, вот до безумия он практически воет того, что хочет к вам, да, он вот так вот закрылся в комнате и не может. А не может, ну вот характер такой, да, вот хочет он идти к вам, возможно, и идет к вам, но мысли у него плохие мысли. Боится он этих отношений, боится, зацепили вы его сильно, как роковая женщина, как сильная женщина. Не было у него такого раньше. Не было у него, что так много эмоций женщина у него вызывала и была недоступна. Не вот так вот не раскрылась полностью, не окунулась в него. Да. Вот. Может, обижал он вас сильно, и тоже эта карта показывает о том, что вот, ну, не может он переступить через то, что он обижал. Не верит он, что вы его простите, не верит, что он простит ваш уход или простит то, что он наговорил, то, что он сделал, да, его действия. Ну вот. Давайте посмотрим, сможет ли он преодолеть эти трудности, да? Слишком много у него трудностей. Сильно много он натворил, сильно много боли принес вам. Ну, во всяком случае, он так думает. Или вы так это преподносите. Да, смотрим. Так. Ой, какие хорошие карты. Ну, не все. Смотрите. Видите? Он хочет растить эти отношения. Он хочет, он вот посадил эти. И это может говорить и он о том, что он финансово хочет расти, чтобы вам соответствовать. Видите, вы выпали императрицей. Да? Вы для него, ну тут можно полностью сказать, то есть вы на ментальном уровне его женщина, то есть он видит в вас именно свою руковую женщину, потому он так и боится, он с этим не сталкивался. Он видит вас вот именно жену, не знаю, мать детей. Вот он видит, всю жизнь вас видит, он растит и хочет этого, да. Но очень легкомысленно к этому относится. То есть ему все так же кажется, что вот такую любовь, такую женщину можно там получить за 3 копейки условно, да. Ну, легкомысленно, нету таких серьезных действий, да, ему кажется, что если вы по судьбе, то оно само как-то придет и само будет. И он вот там медитирует или что он там делает, да, ушел в себя, там взвешивает, вспоминает все свои прошлые отношения, как там было плохо, перебирает вот все ситуации, которые были с вами или без вас, вот туда ушел, расставляет там что-то по полочкам в своей голове, да. Это легкомысленно, ему нужно двигаться для того, что, ну, будет поздно, да, потому что, ну, у вас мысли на него, вы обижены, да, вот вы заняли позицию у себя дома, закрылись, да. Думаете, кстати, мечтаете куда-то бы поехать или просто изучать языки, глобус показывает, да. И вы вот так вот закрылись.
мысли у вас плохие, вам не хочется возвращаться, что-то очень болезненное вам он сделал. Какой у нас будет совет карт, да, по поводу этого расклада, перед тем, как мы поработаем с препятствиями его. Так, совет карт. Карта мира выпала. Прекрасная карта вообще. Работа выполнена замечательно. Радость, удовлетворенность и благодарность, путь к просвещению. Ну, карта мира говорит о том, что, в принципе, это кармические отношения, то есть повторяет императрицу, говорит о том, что нужно строить этот мир. Да? Карта мира говорит о том, что нужно идти на примирение, возможно, не так прятаться, убрать какие-то плохие мысли. Или просто ждать, когда он выйдет из этого состояния. Ну, также карта мира говорит о том, что вы должны подумать о том, что вокруг вас, кроме него, да. Может быть, увлечься какой-то хобби, может быть, просто посмотреть мир, да. Посмотреть на то, какие птицы вокруг красивые, о том, что когда вы видите, да, целующуюся пару, это в принципе хорошо, они вызывают вам боль воспоминаний. Говорит о том, чтобы взглянуть в мир по-другому. Так, давайте теперь поработаем над этим раскладом. Что мы будем из него убирать потихоньку? Сильная женщина, роковая женщина, уверенная в себе, мы, естественно, оставляем. Его протянутую руку к вам тоже. Его сомнения, вот этот отход, его раздумья мы убираем. Давайте уберем вот эти 3 копейки. Пускай, во-первых, он не думает, что женщину можно купить за 3 копейки, да, особенно вас. Пускай и не будет женщин, которых он может купить за 3 копейки. Давайте так. Да, вот он протягивает. Вот вы замечательно, он вам протягивает руку. Дальше, тут, конечно, веселее убирать. Давайте уберем плохие мысли. Давайте уберем то, что он вот так вот закрылся в себе. И вот видите, дверька, да, ему нужно просто ставить ключик в дверь и открыть ее. Он не хочет. Не хочет. Он, не то, что не хочет, он, может, и хочет, он боится, он не готов. Вот как карта показывает, еще взвешивает это все, да. То есть уберем то, что вот это все плохое мысли, то, что он вас обидел. Оставим вот действие, да, и приход к вам. Пускай идет к вам, да. Дальше смотрим, что мы тут убираем. И тут мы убираем только конец. Растит вы его женщина. Убираем легкомысленность, что ему кажется, что вас так просто получить. Убираем дурные мысли его и ваши. Убираем то, что наедине дома. Да? Вот такой у нас расклад получился. Вот столько препятствий в этих отношениях. Да, да, будет так. Спасибо. И сейчас поработаем с этими картами. Да? Это те препятствия, которые показал нам расклад карт Таро. Так, давайте поработаем над ними. Пока я ищу карту с Верховного Суда, вы, пожалуйста, вспомните, попросите помощи нам в этом раскладе, попросите силы рода к ангелам-хранителям, к тому, кто вам обычно помогает, да, чтобы убрать все препятствия, которые показал, все сомнения его, убрать ваши сомнения, максимально убрать все, что возможно плохое, да. Ищем. Так. Видите, сколько нам пришлось искать? Видите, это те все события, которые должны были произойти для того, чтобы убрать эти препятствия. Мы проходим быстрее. Так.
Сосредоточились, девочки, леди мои. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их навсегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду, да будет так. Так, сейчас смотрим, девочки, помогло или нет. Если нет, повторим. И напоминаю, что в комментариях для закрепления нужно написать «Спасибо, да будет так». Ну и также, если вам нравится видео, моя работа, лайкайте, пожалуйста, подписывайтесь, если вам интересно, да, пишите комментарии, какие расклады еще вы хотите посмотреть. Так, получилось ли у нас убрать препятствия из этого расклада? Но смотрите, карты отвечают так. Обнуление скоро. Обнуление этой ситуации. Обнуление в какую сторону? Видите, в сторону любви. Ну, замечательно. Я думаю, нет смысла убирать обнуление или делать что-то еще, чтобы это было большое. У большинства девочек все получилось. Если не чувствуете, ну, бывает так, пересмотрите еще раз ту часть, в которой мы обращаемся к высшим силам, к силам рода, пока не прочувствуете сердцем, что это произошло. Хорошего дня вам, безумно хорошей ночи. Ваша Луна. Пишем, напоминаю в комментариях. Спасибо, да будет так. До свидания, до новых встреч.